Приветствую вас, дорогие мои зрители, гости и подписчики канала Секреты Ютубера. Продолжая тему различных шумодавов, хочу познакомить вас с очень интересным и полезным плагином Wave X Noise. Плагин этот работает по системе VST. Это VST плагин, то есть его можно встроить буквально в любую программу, которая поддерживает подобные плагины. Это может быть мой любимый Adobe Audition, FL Studio, даже та же самая OSB Studio. Везде, где есть поддержка этих плагинов, им можно пользоваться. Итак, что он из себя представляет? Представляет он из себя достаточно простенький по своему внешнему виду плагинчик, интерфейс незамысловатый, но шумы давить он может буквально на корню. Как им пользоваться? Как им пользоваться? Вот сейчас и узнаем, если досмотрим урок до конца. Итак, плагин Wave X Noise своим назначением имеет удаление постоянных шумов. Собственно говоря, это могут быть шумы от вашего компьютера, электричества, фоновые шумы в помещении, все шумы, которые присутствуют постоянно на любой записи и от которых качество этой записи страдает, и от чего, собственно говоря, и нужно избавляться, если вы хотите получить запись с хорошим качеством, которую не стыдно будет потом выложить в YouTube. Чтобы программа работала нормально, хорошо, ей, как и большинству аналогичных приложений, необходимо показать образец этого шума, научить ее отличать шум от не шума. Значит, в записи должно быть какое-то количество времени, где вы не говорите, не играет какая-либо музыка, а есть просто тишина. Вернее, не тишина, а тот самый ненужный нам шум, посторонний звук, который нужно будет удалять. Я бы даже уточнил не то чтобы звук, а именно шум, потому что для удаления других звуков, там щелчков, еще что-то, у Wave есть другие плагины, о которых мы тоже будем говорить, наверное, но в свое время. Итак, я заготовил небольшой файлик с записью одного из прошлых уроков, которые уже прошли, но он не обработанный, и здесь есть шум. Вот можно увидеть, собственно говоря, на графике, как он выглядит. Вот этот вот кусок у нас специально оставлен мною при записи, чтобы была вот тишина. И эта тишина потом, вернее даже не тишина, а шумы, как видно, прослеживаются на всей длине дорожки. Вот, шум есть везде. Везде, где я не говорю, имеется вот этот шум, который нужно будет удалить. Потому что если этого не сделать, то, соответственно, шум достаточно слышимый. Вот. И это искажает звучание, что не есть хорошо и не есть красиво. Ладно, приступим. Значит, выделяем участок с этим шумом. Берем наш
плагин. Для того, чтобы его обучить, нужно нажать кнопку Learn – обучение. Нажимаем ее и после этого включаем, собственно говоря, воспроизведение, чтобы плагин получил все нужные ему данные. Вот так вот дошли до окончания нужного нам участка с шумом и с тишиной, остановили обучение и получили две такие вот кривые. Белая кривая – это уровень нашего шума, профиль, который мы отловили. А зеленая кривая – это выходное значение, выходной уровень сигнала, который будет уже после обработки плагином. Далее. Вот мы этим ползунком можем регулировать то, что нам нужно. То есть мы должны подстроить, чтобы уровень белого профиля был несколько выше, чем другие кривые. Значит, второй ползунок, в принципе, на него можно и не обращать внимания. Единственное, что нас интересует, это вот этот ползунок и кнопки с разрешением. Низкое, среднее, высокое. Конечно, лучше использовать высокое разрешение, тогда качество шумоподавления будет намного выше, но нагрузка на процессор тоже будет выше. Но если это вас не беспокоит и компьютер достаточно мощный, лучше использовать именно этот ползунок. Далее, когда вот мы все это сделали, обучили плагин, нам нужно выделить весь участок записи и теперь мы можем нажать «Применить». Пошла обработка. Так, обработка, видите, завершилась достаточно быстро. И смотрите, а шума-то у нас практически не осталось. Ну, если вас смущает, допустим, оставшиеся некоторые участки вот в этой части, мы можем повторно еще выделить и снова запустить плагин. Кстати, он находится на вкладке VST3, папка Restoration, Waves, X-Noise Stereo. Вновь научим его распознавать нашу тишину. Так, достаточно. Снова выделяем все. Подравниваем. Так. Применяем. Ну вот, шумов у нас практически не осталось. Есть какие-то незначительные фоновые шумы в других местах. Но при желании от них также можно избавиться таким же образом. А можно ничего и не делать. Оставить все как есть. Давайте посмотрим, что будет, если мы еще раз вот на этой части запустим. Так, обучение. Отлично. Применить. Опа. Ну вот, почти ничего и не осталось. Теперь нам остается только
по сути, удалить лишние части из записи. Это спереди. И конечную часть. Также удалить и сохранить полученный нами результат. Вот что у нас получилось. Привет, ютуберы! Если вы уже начали делать свою карьеру достаточно неплохо в видеохостинге, я так думаю, на нашем любимом ютубе, приемлемый результат. В качестве видеоблогера уже останется нам или ведете свой поработать над голосом и все и тому подобное. Вот так вот хорошо справляется плагин со своими задачами. Надеюсь, урок был вам полезен, понятен, поэтому вы не посчитаете зазорным поставить лайк под видео, естественно, подписаться на канал и нажать на этот самый колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие уроки, всегда их видеть самым первым, и чтобы никаких шумов не было на ваших роликах.